Старый егерь Егор Кузьмич всю жизнь берег свой обход, но столкнулся с врагом, против которого двустволка была бессильна. Конфликт начался, когда в район приехал столичный делец Аркадий Шатов. Имея связи в верхах, он решил превратить вековой кедрач в щебеночный карьер. Шатов приехал на кордон к Кузьмичу на огромном белом джипе, небрежно бросив окурок в сухую траву. «Слушай, старик», — ухмылялся он, разглядывая орденские планки на старом кителе егеря. «Твои бумажки и заслуги здесь больше не работают. Твой лес — это просто дрова и камни, которые я превращу в деньги. Завтра здесь будет техника, так что собирай свои манатки и катись в дом престарелых. Ты здесь — пустое место». Видеть, как наглый нувориш попирает память отца Кузьмича, который тоже был лесничим, было невыносимо. Старик молчал, но в душе его закипала праведная ярость. Он понимал. Закон на стороне денег, и защиты ждать ни от кого. Той же ночью Кузьмич заметил в лесу старого знакомого, волка-одиночку, которого он звал Седым. На шее зверя болтался странный воротник, кусок тяжелого, ржавого бронированного кабеля, в котором волк запутался, разрывая старую траншею. Зверь не просил помощи. Он просто постоянно возвращался к одному и тому же месту — заброшенному бетонному колодцу, скрытому в густом ельнике. Волк не охранял тайну. Все было прозаичнее. Из глубины колодца шел поток сухого и теплого воздуха. Под землей работала старая автономная система вентиляции, и для изнуренного морозом зверя это была единственная возможность согреться, не тратя силы. Седой просто спал на решетке, прижимаясь к теплу, которое просачивалось сквозь ржавый металл. Кузьмич, решив освободить волка от кабеля, подошел к колодцу. Когда Седой отскочил в сторону, егерь заметил под решеткой блеск металла. Это была свинцовая капсула, зажатая между бетонными плитами. Видимо, ее выдавило грунтовыми водами. Внутри капсулы оказались совершенно секретные директивы Министерства обороны СССР 1964 года. В документах четко указывалось: данный квадрат является зоной отчуждения объекта 402, законсервированного командного бункера связи. Согласно закону, любая хозяйственная деятельность, включая добычу щебня, в радиусе 50 километров от таких объектов была строжайше запрещена на федеральном уровне, а право собственности на землю принадлежало исключительно государству в лице военных ведомств. Эта находка мгновенно делала все разрешения Шатова на карьер недействительными и уголовно наказуемыми. Утром, когда Шатов привез экскаваторы, его встретил не только Кузьмич, но и черные вертолеты спецслужб, вызванные по экстренному каналу. Оказалось, что попытка копать в этой зоне была расценена как угроза государственной безопасности. Шатова увозили в наручниках прямо через грязную колею, а его дорогущий джип застрял в болоте, всеми забытый. Егор Кузьмич остался на своем посту, сохранив лес для внуков, а Седой, егерь все же снял с него злосчастный воротник. Волк ушел в чащу, но каждой морозной ночью он возвращается к теплому люку, который, сам того не зная, помог спасти тайгу. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.